Привет, друзья! Не знаю, как у вас, а у нас полив. Разбираю верхнюю полочку стеллажа. Достаточно уже тепло, если не сказать жарко, в нашем регионе. И вот такое началось на дорощенных цветоносах, на пробуженных почках. Вот такое вот цветение. Прекрасная орхидея фаленопсис. Я ее называю азиатская скрипка. Не знаю, девочки, может быть, это морозная вишня. Но, по-моему, нет. В общем, вот такой длиннющий. Вон там розетка стоит, вон, видите? Вот такой длиннющий цветонос и вот такой сумасшедший каскад с большими, достаточно крупными цветами радует меня. Чуть не сказала в этот морозный день. Все-таки хочется мне сказать, что это фаленопсис морозная вишня. Так, ну, наверное, нет. Слушайте, вот также почку разбудил и собирается цвести красавчик Юкидан. Он у меня здесь, ну, вот такой вот принц. Не скинул ни одного цветочка, но новая вторая веточка из соседней почки старается тоже порадовать. Девочки, все так же цветет у меня из храма орхидея. Девчата мне писали приблизительно название, ну так предполагают. Она здесь тоже вот выдала продолжение великолепной истории с цветением. Видите, вот 3 бутончика, но все равно. Кто-то мне написал из вас, девочки, что это сакура. Кто-то название еще на А как-то. Боже мой, я опять не подписала. Здесь у меня, посмотрите, что творится. Так, ну это каменная троянда. Решила меня просто сразить наповал. Был цветонос весенний, да? Нет, осенне-зимний. Вот он и остался. Вот это про то, что я вам и говорю. Цветоносы, если они сами не засохли, не обрезаем. Сейчас покажу, кому я обрезала цветонос, у кого он засох. Я его обрезала под основание, там где-то не доходя 1-1,5 сантиметра до шеи орхидеи. И вот смотрите, 2 почки, и, пожалуйста, должно быть цветение прекрасное у нашей прекрасной розы каменной. Так, и здесь, знаете что? Вот этот пилор тоже выдал еще один букет, который только формируется. У него очень красивые бутоны, вот такие треугольные, и он сам очень красивый. Девочки, вы тут не увидите цветоноса моего красавца, как его, господи, Патрика. Вот он стоит. Я срезала цветонос и отправила хорошему знатоку, человеку, который постарается, и дай бог получится, и вырастет на срезанном цветоносе деток. Я, конечно, желаю, чтобы все получилось, и чтобы девочки, которые умеют выращивать на срезанных цветоносах фаленопсисы, чтобы у них все всегда получалось. Здесь у меня вот такой один одинокий бутон. Это нашумевший и всех авель, всех раздразнивший своей красотой пилор авель, но у меня он не пилор от НСК, у меня он стандарт. Вот попадали у него как-то одновременно все цветы, но остался вот такой бутон, который вот скоро откроется, будет одним цветочком здесь цвести. Девочки, я протираю листья орхидей салфеткой антибактериальной. У меня была мысль пойти и, так сказать, продушевать. Ну, во-первых, здесь закрытые системы. Во-вторых,
жарко, душно, и я боюсь, что я своим душеванием сделаю так, что начнется опять гнилостный процесс, потому что когда вот такая погода жаркая и не проветривается, то это очень опасно. В общем, я протираю салфеточками. Для каждой орхидеи отдельная. Я уже очень давно собираюсь осуществить полив на этой полочке. Но вот сегодня настал тот день. Закрытая система поливается мной вот так. Наливается вода в уровень 2-3 сантиметров. А может быть и больше. Так как сейчас жарко. Там внизу керамзит у нее. Именно у этой красотки. Она на бутонах. Ей надо побольше. Главное не брызнуть там на шею. Корни доросли до низа, как вы видите. Сейчас я вам поподробнее покажу. Там у меня есть и коковолокно, и все подряд. В общем, вот так я налила, видите. Вот водичка стоит. Она своими корнями сейчас подтянет. Элементы мха тоже сейчас подтянут водичку. И вот так она у меня будет стоять дней 10, возможно. Но если градусы температурные не нарисуют каких-то нам очередных рекордов. Так что вот такие дела. Готовимся к цветению. Сейчас меняю салфетку на другую, приступаю вот к обтирке листьев у зеленого яблока. Вот у него старый цветонос я не обрезала, вернее, до конца не обрезала, оставила 1, 2, 3 почки, ну даже 4, но пока тишина. Но у него новый цветонос растет. И так как от окна не слишком близко, ну вот такое расстояние, где-то метр, то он такие длинные цветоносы растит, уже формирует букеты. Ну это красота тоже. Ой, красота, красота. Просто невероятная, девочки. Это просто невероятная красота. Так, и по-моему Тамара уже все отцветает. Остался у нее один цветоносик, и она потихонечку уже так вот вроде как и продолжает свои бутоны растить, но уже не так активно. Много цветоносов я и срезала, но вот еще один новый цветонос. Ну посмотрим. Сейчас я тоже оботру ее, полью. Девочки, ну вот 4 вазона, вот 4 взрослых орхидеи. Литра воды нету. Здесь в таких вазонах я поливаю, пока не заполнится вот это блюдце, потому что вот здесь начинает уже вода сочиться. Ну и этого достаточно орхидеи. Это такие тут у меня взрослые экземпляры. Они и покупались большими, взрослыми. И они вот здесь растут, на этом месте. И радуют своим цветением, без подсветки. Я хочу вот этот бутон, он потом упадет через пару дней. Хочу снять. А, все, он снялся. Видите, снялся. Так. И одновременно что-то обрезаем. Так, вот тут еще вода набирается. И поливаем, и листья протираем, и лишнее обрезаем. В общем, работы, как посмотрю вниз, надо сегодня все это хозяйство привести в порядок. Тоже работа, тоже время, тоже забота. Кому там совсем скучно, кто там депрессиями страдает, купите себе десяточек орхидей. И депрессия уйдет сама собой. Некогда будет. Так, обрезала цветонос. Вот он вот так вот высох.
Поэтому я обрезала. Если бы он так не высох, а остался вот зеленым, как здесь, я бы обрезала только до первой спящей почки. И тогда бы эта почка со временем, может быть через месяц, может быть через 2, может через полгода, может через год, а может быть и вообще просто бы он через время засох. Но шанс на то, что она начнет свой рост, всегда есть. Вот так вот. Мы с вами пересаживали этого красавца. Измаэля, помните? Вот он здесь растит листик. В общем, неплохо себя чувствует, но конкретно пересох. Хотя испарина есть. Что такое? Извини. Сейчас тоже оботру ему листики. Вот корень новый идет. Молодца, молодца. Мы из покупного субстрата с вами его пересаживали. Слушайте, ну, наверное, месяца 2 назад. И вот он пошел расти. Расти и цвести. Умничек Измаэль. Так, это моя кимонуха. Пересохла. Гляньте, какая красотка. Все растит и растит и растит. Бабочка кимоно. У кого есть бабочка кимоно? Что-то я сейчас не вижу. Что-то никто не хвастается бабочкой кимоно. У кого есть бабочка кимоно? Напишите в комментариях. Я знаю, что все поприобретали черри-бом, а бабочку кимоно что-то я ни у кого не вижу. Ой, девочки, сейчас долью Измаэля. У нее тут катастрофа. Катастрофа. Она хочет пить. Это тоже хочет пить. Сейчас протру его и поставлю. Вау! Все. Девочки, только увидела впервые за многолетнее цветение бабочки кимоно у нее стандарт. Цветочек раскрылся. Первый раз такое вижу на ней. Всегда. И вот это тоже. Это вот такой цветонос. Уже нацвела, цвела, цвела, цвела. И вдруг бац. Бац-бац и мимо. Первый раз такое. Первый раз такое. Интересно. Всегда были бабочки. Это вот так они бывают. Прорываются. Моменты истины. Что я вам скажу, выздоровела? Наверное, пытаются выздороветь. Избавиться от этой странной красоты Вьетнаме. У всех такие туши, кокоши. Любители подцвести и вот такие вот странные розетки, которые вываливаются из горшка. Корней полным-полно. Полный горшок. Закрытая система. Казалось бы, живи и радуйся. Нет, ему надо вот как на блоке расти. Но природа берет свое. Новые корни. Какое-то время при начале самом в моих условиях адаптировался. Хотя что им вообще в принципе адаптироваться? Они же не из природы и не из другого там какого-то климатического пояса. Из Голландии, из теплицы. Ну, в общем, он бросался листами, вот поэтому такая чайшея глина. Но цвел без вопросов. И вот в этом сезоне тоже цветет. Что-то пытается еще разгалужить. Но красавчик, что говорить. Красавчик. И доращивает, и доращивает, и доращивает. Но вот у него, видите, вот таким вот очень кучно растут цветочки. Смотрите, что у меня здесь получилось. Вот такое вот продолжение. И потом вот так. Представляете? Тут белый
Гигантский наш юкидан любимый. Томтоши. И здесь цветонос лежит скрипки. Кимонуха здесь. Ну и здесь остатки цветения этой красоты. Где-то у меня там еще подрастает детка цветокининовая с этой красотки. Посмотрим, подрастет и будет интересно, как зацветет. Так, все. А, нет, не все. А ну ты что, уже выпил? Пока я тут... вода полилась, девочки. Я думала, он... А, я же забыла Тоши полить. Тоши забыла полить. Сейчас полью Тоши. У Тоши там влажновато, но я немножечко добавлю. Девочки, мальчики, тихонько радуюсь своей сидерии японики. Слушайте, ну, столько лет мы с ней здесь, так сказать, воюем, но, слава богу, пошла в рост. От орхидеи Свита приезжала когда-то маленьким таким, я не знаю, как назвать, маленьким микробом. И вот такие корни у нее. Ей понравилась вот такая вот посадка, просто в кору, крупные кусочки коры. И вот она нарастила корешков. Я, конечно, очень-очень буду ей благодарна за цветонос. Но я говорю, раз сейчас пока не время, раз не время, значит не надо. Такая вот сидерея джапоника. Есть такие варигатные формы, листья варигатные интересные. Причем один посев, варигатность всевозможная. У каждой сидереи лист как хочет варигатность. И по краю, и полосками. Ну, не пятнами, конечно. У меня обычная сидерея. Вот еще листик вышел. Ну, я прям рада. Рада, что она рада. Так, вода скапывает. Вот туда надо тоже какое-то блюдечко придумать. Вот хороши эти горшки, хорошо орхидеи в них растут, и корешки растят, и листики, и цветут. Вон, видите, вон корни идут. Но есть одно но. Вот этот вот шов, через который сочится вода на полку. Ой, а чей-то корень? Чей-то корень? Ну, наверное, вот этого красавца корень. Да, да, вот этого красавца. В общем, девочки, сидерея очень ждут цветения. Обожаю этого красавца. Лист, конечно, обалденный. Вот он сейчас не цветет, ну и не надо. Смотрите, какая красота. Ну, вы все его знаете. Фаленопсис Бронз Мейден. Вы все знаете, но я вечно забываю. Но у него лист просто невероятно красив. Ему даже это цветение подходит больше. Не, он красиво цветет. Их, по-моему, 4 вида Бронз Мейденов. Он у меня в мхе, на фитиле. Ну, там я воды вообще чуть-чуть оставляю. Что стечет, то стечет. Сейчас вообще ничего не оставила. Такой тяжеленький уже. Красавчик. Красавчик. Здесь у меня а-ля парфюмерная фабрика. Мох и керамзит. Тоже вижу там корешки новые. В общем, все растут, все молодцы. Вот такие разные листики обожаю. Так, моя недавно прибывшая красавица в мхе. Растит корешок. 1, 2, 3, 4. Листик у нее такой интересный. Это красотка. Да. Где ее стикер? Фуллерс Сушайн, по-моему. О, видите? Подуры лазят. Ну, мох влажненько. Я полила, и они все заактивничали. Кто-то, конечно, девочки с ума сходит, актару льет.
Только увидит какое-то движение, Актару льет. Надо же понимать, что это за движение. Так, здесь у меня особый случай. Оп. Алаказия Dragon Skills. Живет вот так вот моя умирашка, которая якобы умерла, а я взяла и ее кусочек корневища бросила в мох. И появился лист. Все так здорово. В общем, в тепличку так делаю. Так вот и живет здесь на полочке пока. Так, все, вторая полка мною полита. Листики протерты. Все красивые. Так, теперь здесь ниже. Тут уже больше керамзита. Многие на восстановлении. Вот собралась пульчерима цвести. Вот такая вот. У нее такой интересный, прямо стоящий цветонос. Здесь, кстати, заболел мой бургунди. Я его пересадила тоже в плагрон. И вот надо срезать девочке цветонос. Сейчас ему срежу цветонос, чтобы он начал растить корни. Он, видите, как вот все силы бросил на цветонос, а корни сбросил. Так, и вот недавно упал первый цветочек у моего красавца, который цветет уже. А, вот и еще один. Вот и еще один. Да, уже пора, уже хватит. Уже хватит цвесть, надо уже отдыхать. Сухой, ой, можно палец сломать. Суховат. Сейчас будем вытираться и поливаться. Так, все, приступаю к этому стеллажу. Вот здесь вот таких много, знаете, всяких непонятных, которые не получились. 1,7. Ну вот что там. Ой, листик появился из середины. Это какая-то прям финдиперсовая Самара. Гибрид. В общем, наращивают корешки. Моя виолацея индиго. Я на нее смотрела, и потом думаю, а не пойти ли тебе, виолацея, тоже как большинству хромающих и не хотящих расти, не желающих, тоже в плагрон, добавила немножко мха. Ну, пока молчит. Молчит. У меня виолацея ред растет хорошо, а вот индиго, если еще на индиго она ни разу не цвела, ну вот на бирке от орхидеи свиту заявлено, что виолацея индиго. Ну, знаете, всякое же может быть. И пересорт, и все что угодно. Но она, конечно, очень-очень-очень какая-то вот медленная. Та намного быстрее адаптировалась, уже раза 2 или 3 цвела. Ну вот, надеюсь, что вот уже начнется какой-то процесс. Посмотрим. Срезала цветонос бургунди. И сейчас поставлю прям водичку. У меня там уже целое собрание цветоносов, которых я срезаю. И я ставлю водичку. Ну, тут, конечно, бутоны. Хай будут. Здесь есть вот такое вот начало жизни непонятное. Ну, а вдруг? А вдруг? И поставлю на верхний стеллаж. А иди знай. Смотрите на эту парочку. Вместе приехали, вместе подцвели, вместе пошли на реанимацию. Бургунди Пилорик и Виктория Слейс. Но Виктория, она пораньше отправилась на реанимацию. У нее дела получше обстоят. Листья пока не растит, но пока корни наращивает. У нее какими-то волнами. То растит, то потом раз, и успокоилась, остановилась. Вот лист вырастила и сидит, молчит. Ну, посмотрим. Но этот только посажен, но вот у него здесь тоже есть корешки, которые желают расти. Ну, там тяжики. Тяжики. Сейчас обрезала цветонос, думаю, что тургор улучшится. Все. 2 из ларца. А тут еще один. Кто это? А, Леолин Sparrow Cat. Ну, он тут просто живет.
Он тоже что-то начал все сначала. Это что, идет такой лист или что это? Ну, вроде как лист. Главное, чтобы не цветонос. А то не сильно хочется. Да, вроде краешек листика. Вот еще кто-то, ну, не подписан. Симпатичный молодой человек. Так, ну, у него, в принципе, симпатичные корешки растут. Вот, видите? А вот кто он, я не знаю. Я не знаю, кто ты. Но корешки у тебя симпатичные. Вот. Вот. Красавчик. Так, сейчас же оботру. Листики оботру. У меня здесь нижняя интересная полочка. Это Мауди. Лена мне подарила. Вот растит очередной листик. Я, конечно, в этих башмаках ничего не смыслю. Ну, не знаю, когда он зацветет, что там будет, но мне сейчас, я его подписала, мне сейчас очень нравится вот это. Смотрите, какой у Мауди корень. Пухнастый такой, интересный. Прикольно. Тут я где-то несколько видела. Или внизу. Ну, вот этот меня вообще впечатлил. Супер. А, вверху я видела, вверху. Так, это мои юные котлеи, которые не знаю, когда вообще... Вон, видите, вон краешек корня. Ой. Короче, у него листва такая, это Мауди Альба. Листики такие интересные, прям смотрите. Ну, я так понимаю, что башмаки очень долго разгоняются, да? И вообще они такие медленные очень, очень. Так, тут у меня еще 2 фаленопсиса, 2 котлеи, 1 башмак и морквы. И морквы. У меня уже вода закончилась, надо идти. А нет, тут у меня не 2 фаленопсиса, у меня их тут 3. Тут еще малыш. Надо малышу уже срезать. Срезать цветонос. Он уже отцвел и уже растет корни. И вот новый листик. Надо его протереть. Ну а здесь у меня вот такие лопухи. Чуть ли не до 3-й полки. Это у меня морковиночки. Там одна скоро зацветет. Я надеюсь. Ой, что она так скукожилась. Надо больше воды давать. Бо этот рост забирает все у него. Капец. Смотрите, как скукожилась. Была такая налитая бульба. Надо сейчас прийти ее, может быть, даже пролить душем. Вот такая, гляньте, какая огромная. Супер. Вот на какой подоконник уместишь? Но она вот в 2 раза больше будет, чем это. Я так понимаю. Пришел помощник. Жорка проверяет степень влажности грунта. Да, Жорочка, надо его поливать. Твой любимый катасетум, его надо полить. Сейчас это срочно исправим. Так, и надо будет на днях заняться уже этой локацией. Так что, девочки, там все полили. Нас ждут новые приключения. Вперед! Всех поддерживаю в этом прекрасном цветочном деле. Кстати, мой тетраспис пошел на блок. Срезала ему цветоносы. У него не все в порядке с корнями. Черебом еще цветет. Все, всех обняла.